Всем привет, с вами Алла. Давайте посмотрим, какая женщина потеряла из-за вас сон и покой. А вот почему она его потеряла, мы сейчас узнаем. А может быть, карты покажут что-то другое, не знаю, расклад общий. Поэтому я задаю такой вопрос, что ответят карты, посмотрим в процессе. Итак, это первый вариант, это второй вариант. Выбирайте свой вариант. И если сложно определиться, посмотрите два варианта. Итак, какая женщина потеряла из-за вас покой и сон? Семерка жезлов. Женщина, с которой вы сейчас в ссоре. Давно в ссоре вы с ней. Аркан повешенный. Ребят, первый вариант подойдет для тех, кто давно молчит. Давно — это несколько месяцев. То есть между вами произошла какая-то история, после которой вы оба закрылись. И сейчас между вами, скажем так, холодная война. Почему она молчит? Интересно. Женщина с головой ушла в работу. Знаете, она максимально себя сейчас пытается отвлекать от ваших отношений и максимально себе ищет какие-то дела, какие-то заботы для того, чтобы вообще не думать про вас. Например, если она раньше не работала, то сейчас она устроилась на работу. Если раньше, например, она не рвалась к карьерному росту, то сейчас ее максимально включила, чтобы максимально вырасти в карьере. То есть как бы человек пытается почему-то вас забыть посредством именно работы, каких-то рабочих вопросов. А почему ты пытаешься забыть мужчину? Потому что она разочаровалась в вас. Она от вас ожидала какого-то другого поведения. Вас она воспринимает как короля чаш, а ждала поведения как от короля мечей. Король мечей — это мужчина, который пришел, увидел, победил. Сказал, сделал. Это мужчина действия, мужчина слова. То есть сказал и сделал. А вас она воспринимает как короля чаш. Это полная противоположность королю мечей. Это мужчина, который долго думает, долго на что-то решается. Это мужчина, который очень долго все взвешивает за и против. Это человек, который создает впечатление, что он сам не знает, чего он хочет. И вот женщина вас видит королем чаш. То есть как бы она от вас ожидала какой-то конкретики, каких-то действий, каких-то поступков. А мужчина здесь, видимо, залег на дно, либо по какой-то причине вот он не вел себя так, что сказал и сделал. Так как расклад общий, то тут каждый из вас, естественно, имел какие-то свои мотивы, почему так вы делали.
Знаете, женщина здесь очень долго морочилась, очень долго здесь жила в каком-то напряжении, в каком-то ожидании. Чего-то ждала. Она ждала здесь предложения, ждала здесь каких-то кардинальных перемен в ваших отношениях. Ребят, здесь женщина ожидала, что вот вы — это человек, который, ну, не то что решит ее проблемы, так нельзя сказать, а скорее как ответственность за эти отношения она переложила на вас. Что это значит? Это значит, что она от вас ожидала, что вот вы сами будете выстраивать ваши отношения. Ну, например, там все же люди разные. Кто-то может сказать, что там я хочу с тобой видеться там, каждый день, например. Кто-то может сказать, что я хочу с тобой жить на выходных вместе. Кто-то может в лоб сказать, что я хочу с тобой семью. А кто-то не может. А кто-то не может даже сказать, что я хочу отношений с тобой, и я хочу с тобой, например, съехаться, или там видеться чаще, или там, чтобы мы с тобой на выходных жили вместе. Вот почему-то женщина здесь не могла это сказать. Она ждала от вас этих поступков и этих приглашений. А вы, видимо, такой же, как и она. И вот тут нашла коса на камень. Вот вы сидели вместе, ждали, что кто-то из вас будет более инициативный, и в итоге расстались. Вот такой вот парадокс. И на сейчас, да, она парится на тему того, что будет дальше между вами. Но сейчас она больше напоминает маленького обиженного ребенка, который ожидал, что родитель возьмет на ручки ребенка и скажет: я тебя люблю. Или там, мы всегда будем вместе. А этого не произошло. Поэтому вот она парится тем, что вы не взяли на себя инициативу в этих отношениях. Так что, единички, вот такой вот был ваш вариант. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для тех, кому нужна помощь, подсказки, личное гадание, мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, а мы переходим ко второму варианту. Какая женщина потеряла покой? Тут тоже все не особо радужно. Знаете, вот меня, конечно, удивляют эти истории про то, что люди почему-то постоянно ожидают от другого человека, что тот будет все за них делать. Ты возьми, попробуй сам или сама хоть что-то, проявить какие-то инициативы, взять на себя ответственность за эти отношения. Во втором варианте, ребят, здесь женщина-манипуляторша. Опять же таки, знаете, это человек, который привык выгребать, как там говорят, загребать жар другими руками.
Если в первом варианте там была девочка, неважно сколько лет в паспорте, которая ждала, что вот мужчина как родитель возьмет и все сам сделает, то во втором варианте здесь такая, знаете, стервозно-манипулятивная женщина. Здесь женщина не умеет договариваться. Здесь женщина не умеет слышать. Здесь женщина гнет только свою собственную линию, вот как с ее точки зрения должно быть. Здесь женщина, которая привыкла как-то нахрапом все в этой жизни брать. То есть она не умеет договариваться. А здесь либо через какие-то скандалы, ссоры, вот как-то вот так вот человек здесь привык общаться с другими людьми. Здесь очень много гордыни, ребят, у этой барышни. Типа мне все должны. Чего я тут должна сама что-то делать? Чувства у тебя вообще есть? Знаете, наверное, большинство людей инфантильны, поэтому расклады общие вот показывают очень часто в раскладах карт людей, которые постоянно чего-то ждут, какие-то ждуны такие. Да пойди ты сам хоть что-нибудь сделай в этой жизни, хватит ждать. Здесь человек, который в отношениях живет на авось. Авось оно как-нибудь само разрулится, как-то там само все сложится, как-то само все произойдет. Ну, а потом она удивляется, почему так все плохо, почему так все сложно. Двойки, знаете, тут у вас какая-то женщина, которая любительница развести драму, любительница пострадать, при этом с короной на голове, я бы даже сказала, с двойной короной. При этом считающая, что ей все должны, и при этом еще и не умеющая разговаривать, договариваться, озвучивать. Здесь, если человек озвучивает что-то, то больше через претензию, типа ты мне должен. Знаете, как бы женщина не умеет здесь просить, здесь прям требует. Да, здесь как бы она потеряла покой. Почему? Потому что в ее кино, в голове, здесь была другая картинка отношений. А в реальности здесь оказалось все не так сказочно, как она себе нарисовала. Но сейчас у нее куча обид, куча недоверия, типа ты испортил мне жизнь, вот в таком формате. Да, человек может не спать ночами, но по той причине, что вот сама себя накрутила, что вы виноваты в ее проблемах. Что-то из-за вас. У нее там какие-то неудачи в жизни сейчас начались, проблемы по здоровью, кстати, могут быть. В общем, женщина сейчас застряла в позиции жертвы. Поэтому я бы сказала, что она здесь потеряла покой, потому что ей кажется, что мир несправедлив по отношению к ней. А вы тут вообще какая-то горькая редиска, которая ей испоганила жизнь. В общем, как бы женщина здесь ушла в какой-то негатив откровенный. Будет ли здесь свет в конце тоннеля? Спорный вопрос, ребят. По общему раскладу нет.
Если вы узнали себя в этом общем раскладе и вам нужна помощь, обращайтесь ко мне за личным раскладом. И уже на личном раскладе мы разберем конкретно вашу ситуацию и что вам делать в данной ситуации. Потому что в общем раскладе здесь, конечно, барышня, мама не горюй. Все виноваты в том, что она несчастна. Так что, двоечки, вот такой ваш получился общий вариант. Отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мои контакты для обращения за личным раскладом на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Напоминаю, я живу в Украине, поэтому, граждане России и Белоруссии, вы не сможете у меня заказать личный расклад. Разве что у вас есть карта других иностранных банков. На этом всем хорошего дня, хорошего вечера и всем пока.